А перед началом данного ролика предлагаю вам посетить канал Seagull. Парень делает интересные и залипательные реакции на всяческие аниме, мульты и даже сериалы. Сейчас вот, например, он смотрит наш любимый Черный Клевер. Как раз можете заценить реакцию на 166-ю серию. Регулярно выходит One Piece, о моем перерождении в слизь и магическая битва. А как только выйдет новый сезон Клинка, данный тайтл будет смотреться сразу в ангоинге. Так что рекомендую заглянуть к нему на канал. А если же вам всего этого будет мало, тогда ты всегда сможешь найти себе другой понравившийся тайтл. Благо плейлистов с анимками ну реально много. Разгуляться можно прям на славу. Сегодня мы разберем 355-ю главу манги Черного Клевера. Судный день продолжается. Люциус пришел уничтожить свою последнюю цель, которая угрожает его плану по созданию нового мира абсолютно с чистого листа. А также Табата, автор манги Черного Клевера, приготовил для нас небольшой презент в виде цветной страницы. Так что давайте начнем данный разбор. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 355 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете уже по ссылке в описании, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Изначально глава встречает нас обложкой с журнала Shonen Jump, на которой основным персонажем был изображен Аста с явной отсылкой на Берсерка. Как же давно мы не видели его в главной роли этого журнала. Но на этом плюшки от автора не заканчиваются. Далее нас встречает цветная страница, посвященная предстоящему фильму «Меч короля волшебника». Выглядит она сочно, я прям действительно впечатлен. И кстати, я единственный, кто перевел японскую надпись на ключевом визуале. Даже там, где я брал качественные сканы для главы, этому моменту также не уделили внимания. А сама надпись гласит: «Меч, который бросает вызов вершине». И это не что иное, как прямой намек на сюжет фильма. Ведь главный герой бросит вызов некогда существующим королям магов, которые, естественно, были на вершине всей иерархии, как сильнейшие маги королевства Клевер. Ну а теперь перейдем к содержанию главы. Все, безусловно, были шокированы такой мгновенной атаки противника, которая с одного удара лишила Джека возможности сражаться. А ведь как иронично, поскольку он наверняка больше всех желал сражаться с сильным противником. Но тут его серьезно ранил не абы кто, а погибший Морген Фауст, воскресший теперь в облике паладина. Да и по сути сражение еще толком не началось, а Клевер уже понес потери. Вильям сразу же попытался применить на нем лечение древа Игдрасиль, но не думаю, что у него получится затянуть рану такого размера. Сам-то Джек еще не помер, но спасти его могут только Мимоза, Нера и Грей. Но вот проблема была в том, что Нера и Грей скорее всего нет в столице, так как сейчас они на задании, так что единственная надежда только на Мимозу, и ее лечение тут еще ой как пригодится. Ибо противник сейчас был невероятно силен в сравнении со всеми предыдущими. В свою очередь добавлю, что Ями и Нахт смогли дождаться целителя с подобным уроном, так что и живучий богомол, думаю, тоже сможет. Первым атаковать антагониста ринулся Вильям, ведь он был одним из тех, кому непосредственно был дорог Юлиус, поскольку именно благодаря ему он смог добиться всего и стать таким человеком, кем он есть сейчас. И он готов был сделать все, что угодно, даже жизнь свою отдать, но победить врага. Но Люциус, всю же секунду применяя магию времени, нивелирует все направленные на него атаки, после чего, направив временную сферу в сторону атакующего, он напрочь иссушил его руку быстрым потоком времени, запустив разложение. Люциус четко дал понять, что Вильям и кто-либо другой не были тем противником, за которым он пришел, да и тягаться с его мощью им было не в силах. Представляю, какое это было унижение по отношению к капитанам рыцарских орденов, ведь антагонист даже не видел в них потенциального противника, поскольку все они были не в силах помешать его плану. После чего он объявил начало
начало их приговора. И те самые существа, напоминающие ангелов, но которые скорее всего искусственные бездушные существа, начали готовить огромную массированную атаку, масштаб и всенаправленность которой просто впечатляли. А отразить ее или просто защититься маги королевства Клевер были просто не в силах. Более того, они были в ужасе от того невероятного количества маны. Страх овладевал им. Сознание говорило, что им никак не предотвратить этот конец света. Но после в небе появились звезды, которые словно по цепочке соединились в круг, образовав тем самым мощный барьер Скутум, покрывший собой всю столицу Клевера и предотвративший все атаки марионеток Люциуса. И это, я вам скажу, мое почтение. Вот и Юна сделал подобный подвиг, защитив королевство, как когда-то это сделали Юлиус и Аста в сражении с древним демоном и магией света. Жители страны и маги орденов были поражены подобной картине. Они впервые в жизни увидели подобную магию. А самое впечатляющее это то, что столь масштабную атаку невероятной силы смог остановить всего один человек. Но многие сейчас могут возразить, что Юлиус на пике своей силы мог защитить от магии света не только столицу, а все королевство. Это, конечно, да, но тут стоит учитывать тот факт, что Новокрона сражался с эльфом, а Юна с порождениями Люциуса, которые, конечно, не паладины, но явно очень сильные. Да и в придачу их атака была направлена только на столицу Клевера, ведь люди были эвакуированы именно сюда. А если бы атака ангелов была на все королевство, думаю, у наследника Гринбериала все равно бы хватило сил отразить ее, ибо тогда она не была бы настолько концентрирована. Ями также видел, как Юна смог защитить народ от подобной атаки и был поражен, насколько сильным смог стать этот парень за последний год и несколько месяцев. А Вильяму это в свою очередь дало понимание, что теперь Юна стал сильнее его, что говорит, даже подобное творение Люциуса смог остановить, когда он сам познал, насколько высоко находится противник по сравнению с ним. И раз уж судьба повернулась такой стороной, Вильям отдал Юна место капитана Золотого Рассвета, так что вы своими глазами смогли увидеть, как ранее непризнанный принц королевства Пик добился звания капитана. А подобравшись к Люциусу, Юна вспомнил все то, что антагонист успел натворить. Убил Асту, его лучшего друга, хотя он еще не знает, что он жив. Превратил сестру Лили в паладина, заставив ее делать то, чего она не желает. Причинил боль его близким. И именно поэтому Юна никогда и ни за что не простит Люциуса за Гратиса. Он заявил, что сокрушит антагониста не из-за ненависти. Он уничтожит его потому, что он тот, кто добьется титула короля магов. И это вовсе не пустые слова, как вам может показаться на первый взгляд. В них сокрыта дружба, долг перед своим в скобочках погибшим другом, ведь он продолжает обещанный ему путь. Что ж, увидев, на что способен его противник, Люциус удостоверился, что Юна действительно его последняя цель, которую он должен уничтожить. А этими словами он подтвердил то, что Гринбериал обладает мощью, способной его сокрушить. И ведь не зря он тогда приказал Темной Триаде уничтожить королевскую семью Пик и их наследника, ведь он видел будущее, где юный Гринбериал смог помешать ему, а это многое что говорит о его силе. Глава, как по мне, вышла не такая крутая, как предыдущая, но она также хороша, ведь она в который раз показала мотивацию и твердость слов Юна. Однако вместе с этой главой у некоторых читателей продолжились загоны о том, что у Юна опять появилась сила из воздуха, ведь на последней странице он начал снимать повязку с руки, и она там наверняка неспроста. Но я не разделяю этого мнения, ибо Юна сам говорил, что даже рядом не стоит по сравнению с Астой, и даже автор прямо говорит о их соперничестве. Эти двое являются стимулом для друг друга двигаться вперед. В теме Юна получает бафы из воздуха. Не забываем, что он королевских кровей. Магия ветра принадлежит душе сына Лихта, и Гринбериал просто пользуется ей. Его настоящая магия — это магия звезд, и возможно ее он как раз и тренировал все это время на пару с полным погружением духа ветра. Кстати, Аста тоже в последнее время очень быстро освоил новую технику, но загонов в его сторону я не наблюдал. Да и как мне кажется, у Юна было даже больше мотивации становиться сильнее. Во-первых, он понимал, насколько его сила ничтожна перед Астой. На его плечи лег долг защиты королевства Пик и защиты его родных в Клевере. В его мотивации нет сомнений. А вот Аста последний год смог только немного продвинуться, так как у него была слабая мотивация. И лишь только когда он столкнулся с Люциусом, он осознал то, чего хочет, кроме становления королем магов. Кстати, интересно будет узнать, что за силу скрывает левая рука Юна. Может, даже сделаю об этом отдельный ролик перед выходом новой главы. А
пока я доволен. Автор молодец, что показал читателям мотивацию Юна, а также показал его состоятельность как личности. Ведь он не просто накинулся на противника, охваченный ненавистью. Нет, Юна твердо заявил, что победит Люциуса, потому что это его долг как будущего короля. И кстати, теперь он действительно намного ближе к титулу короля магов, ибо теперь Юна стал капитаном отряда. И его силу и намерения признают большинство остальных капитанов, а короля магов в Клевере как раз таки нет, так что его действительно могут назначить на эту роль. А вот с Астой и его дьяволом есть некие проблемы. У него, конечно, тоже есть куча подвигов, но он все еще не капитан. А также народ Клевера не особо приветствует его связь с демоном. Так что да, Астеру предстоит хорошенько так поработать, ибо Юна действительно может стать королем магов раньше главного героя. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.